Всем доброго дня! Вы на канале Дела житейские. Сегодня предлагаю вам еще один вариант носочков. Носочки-следочки. Вот такие вот они. Удобные, красивые. Вяжутся быстро, простенько. Узор незамысловатый. В моих носочках нет ни единого шва. Связано одним единым полотном. Вот такая у нее пяточка. Вот такая подошва. Верх вот с таким рисунком. И отделка полосочки. Вязание наше начинается с манжеты. Вывязываем манжету, затем вяжем вот этот язычок. Следующий этап – полоски. Замыкаем все. Вяжем подошву. И завершаем наше вязание вот такой пяткой. Пятка анатомическая. Вязала я из пряжи кавказская. 2 сложения. Пряжу можно взять любую, какая у вас есть. Самое главное – соблюдать те размеры в сантиметрах, которые я даю. Вот такой носочек. Вот так смотрится ее пяточка. Такая подошва. Такой мысочек. Сначала зауженный, затем он расширяется. И вот такой рисунок верха. Пряжу можно взять любую, какая у вас есть. Давайте измерим размеры моего носочка. Носочек мой подходит на 36-38 размер. Длина его ступней 25 сантиметров. Ширина 10. Ширина верхней части 12 сантиметров. Высота носочка 12,5 сантиметров. При вязании носочка придерживайтесь моих размеров. Если вам нужно связать меньше или больше, убавляете при вязании мыска. То есть вы вывязываете на 1 или 2 раппорта или больше, или меньше. Просто нужно измерить в сантиметрах. Длина моего мысочка составляет 12,5 сантиметров. Давайте не будем терять время и начнем наше вязание. Для вязания на спице номер 3. Обычные у меня чулочные спицы. Классическим способом набираем 48 петель. Набрала я классическим способом 48 петель. Ниточку здесь завязываем. Спицу одну удаляем. И начинаем наше вязание. Первый ряд. Первую кромочную провязываем. В дальнейшем мы ее будем всегда снимать. В начале ряда я всегда провязываю. И первый ряд. Все петли лицевые. Вяжем любым удобным для вас способом. Классическим, бабушкиным. Как вы привыкли. Вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Последнюю петельку кромочную провязываем изнаночной. И работу поворачиваем. Последнюю петельку кромочную провязываем изнаночной. И работу поворачиваем. Таким образом вяжем еще 2 ряда лицевых петель. Нам нужно связать 2 ряда дорожки. Вот первый ряд и второй. Дорожки из лицевых петель. 2 ряда образуют одну дорожку. Провязываем 2 ряда. 2 ряда дорожки вывязаны. Вот первый, второй. Замеряем.
Ширина моей манжеты 20,5 сантиметров. В нерастянутом виде. Таким образом, укладываясь в мои размеры, вы получите именно мой размер носочка, который я рекомендую. Далее у нас идет отделочная полосочка. Добавляем любую отделочную нить, какая у вас есть. Единственное условие, она должна подходить по толщине. Я взяла вот такую молочную. Привязываем. При введении отделочной полоски кромочную петлю провязываем лицевой. Далее вяжем лицевыми петлями 2 ряда. Лицевой и изнаночный. Все петельки лицевые. Получим одну дорожку нашей отделки. Довязываем петельки по лицевой стороне лицевыми петлями. Последние кромочные провязываем изнаночной. Переходим на изнаночную сторону работы и провязываем еще один ряд лицевых петель. Кромочную снимаем и далее все петли лицевые. Отделочная полоска из лицевых петель довязана. Вяжу последние петельки. Кромочная, изнаночной. Нить обрезаем. Связываем с нитью основного цвета, чтобы петелька наша не болталась. Делаем буквально один узелочек. Вот что у нас получилось. Далее будем вязать вот эту часть носочка. Для этого нам нужно провязать всего 14 рядов дорожки. Считаем прямо от начала. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14. Всего наша манжета состоит из 14 рядов дорожки. 3 ряда мы уже связали, 11 рядов основным цветом вяжем самостоятельно. Манжета моя вывязана. Ширина у меня ее получилась 6,5 сантиметров, 18 рядов дорожек. Далее начинаем вязать центральную часть нашего следочка отделочной нитью. У нас на спицах 48 петель. Нам нужно их разделить на 3. Центральная часть нашего носочка вывязывается на 12 петлях. 48 петель, оставляем 12 петель для центра и по 18 петель боковые. 18 плюс 18 – 36, плюс 12 – 48. Провязываем 18 петель. Проверяем. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Далее привязываем нашу отделочную нить. Пододвигаем ее. И провязываем 12 петель отделочной нитью. Лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. С левой стороны должно остаться тоже 18 петель. Считаем. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Все правильно. Работу поворачиваем. Первый ряд вывязан. Во втором ряду формируем петли наши для узора. Провязываем следующим образом. 1 петля лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые,
3 изнаночные, 3 изнаночные, 1 лицевая и кромочная. Петли для узора мы распределили. Вяжем 3-й ряд. Для этого провязываем 1 петлю, кромочную снимаем, 1 петля изнаночная. Далее у нас идут 3 лицевые. 3-ю лицевую петлю захватываем, через нее протягиваем 2 лицевые петли и сбрасываем. Вот получилась вот такая перетяжка. Осталось 2 петли. Провязываем их лицевая, накид, лицевая. Таким образом мы сброшенную петлю восстановили. 3 из 3. 2 изнаночные, это центр наш. Следующие 3 петли. 3-ю петлю захватываем, вытягиваем ее вот так, не бойтесь. Она потом выпрямится вся и встанет на место. Через эту 3-ю петлю протягиваем 2 петли, не снимая со спицы. 3-ю петлю сбросили. 2 петли оказались внутри. Провязываем их. Лицевая, накид, лицевая. 3-ю сброшенную петлю мы восполнили накидом. Изнаночная и кромочная. Следующий ряд вяжем по рисунку, то есть как смотрят петли. Кромочную снимаем, 1 лицевая, 3 изнаночные, накид тоже провязываем изнанкой, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 1 лицевая и кромочная. Работу поворачиваем. 4-й ряд. Вяжем, как смотрят петли, то есть над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная и кромочная. 5-й ряд. По рисунку. Как смотрят петли. Здесь у нас 3 изнаночные, 2 лицевые центральные, 3 изнаночные, 1 лицевая и кромочная. Узор повторяется с 1 по 4 ряд. Вяжем 1 изнаночную. Далее нам нужно 3-ю петлю протянуть через 2 петли лицевые на спице и скинуть. Получилась вот такая перетяжка. Далее восстанавливаем количество петель. Лицевая, изнаночная, лицевая. 2 изнаночные. Делаем следующую перетяжку. 3-ю петельку прихватываем. Через нее протягиваем 2 петли лицевые на левой спице. И 3-ю петлю сбрасываем на них. И восстанавливаем количество петель. Провязываем лицевая, накид, лицевая. Последнее. Вяжем изнаночные и кромочные. Вот такой элемент у нас получается. Вот такие петли с перетяжками. Вот 3-ю петлю мы перекинули, стянули петельки и тут же раскрыли путем накида.
Теперь нам нужно для удобства работы вот эти петельки переснять на спицу дополнительную, на леску, и продолжать вязание вот этой части. Пересняла я петельки. Боковые, они нам пока не нужны. Работаем на центральной части. Вяжем вот этот наш элемент. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 перехлестов должно быть. Это на размер 36-38. Вот таким узором. Вяжем вот эту часть. Далее вяжем самостоятельно до тех пор, пока у вас не будет 11 раппортов. Или столько, сколько вам нужно по вашему размеру. В моем случае это 11. Центральная часть моего носочка вывязана. Связала я 11 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 12 завершила на стадии перехлеста петель. Ниточку обрезала, пока она нам не нужна. Далее мы будем вязать вот эту боковую часть с этими полосками. Для этого нам нужно по периметру нашего мыска поднять все петли. Начало нашей работы вот здесь вот было. Присоединились мы белую ниточку. Вот здесь, чтобы отверстия не было, захватим одну петельку прямо из дорожки. Если неудобно, берем крючочек и прихватываем. Отверстия здесь уже не будет. Далее набираем петли по белой части. Захватываем петельки за обе стеночки петли. Не за одну, а за обе. Вытягиваем петельку. Петли не пропускаем. Собираем все петли. Петли центральной части я собрала. Дошла до мыска. У нас сегодня солнце. Немного мешает. Ниточку обрезанную присоединяем. Вот так. И петельки мыска провязываем основным цветом. Все петельки лицевые. И таким же образом собираем петли с другой стороны. Вначале немного будет неудобно. Я буду это делать крючком. Захватила петельку и одела на спицу. Таким образом собираем все петельки до спицы левого ряда. Дошла до левой стороны нашего носочка. Также прихватываем петельку из косички, чтобы здесь не было отверстия. Захватили, одели и далее вяжем петли левой стороны до конца. Вот такая деталь у нас получилась. Сейчас нам нужно просчитать все петельки, сколько их у нас тут, и будем вязать далее. 96 петель у меня. Далее вяжем 2 ряда на всех петлях, абсолютно на всех, 2 ряда дорожки основным цветом. 2 ряда дорожки основным цветом провязали. И теперь мы будем вязать подъем нашего носочка вот до завершения этой белой полоски. Каким образом это делается? Все петли, у нас их 96, распределяем. По боковым частям оставляем 19 петель и 19. Здесь у нас 58 петель. Вот на них мы и будем работать. Сейчас провяжем вот эти крайние 19 петель.
и присоединим нашу отделочную нить. Поменяла я спицы, взяла более длинную леску. Провязываем 19 петель до маркера. Эти петли у нас пока отдохнут. Дошла до маркера. Маркер снимаем. Закрепляем отделочную нить. Просто завязываем один узелочек, чтобы утолщения не было. Ниточку подтягиваем. И далее вяжем до следующего маркера нитью белого цвета. То есть отделочной нитью. Все петли лицевые. Нам нужно провязать одну дорожку из лицевых петель. Вот до сюда, до маркера. Довязала до маркера, осталась одна петелька. Мы ее провязываем. Маркер снимаем. И далее будем формировать наш подъем, расширять. Для этого в конце каждого ряда будем добавлять по одной петле из боковых петель. То есть провязываем одну петлю, добавляем и работу поворачиваем. Вяжем второй ряд нашей дорожки. Таким образом, на расширение подъема нам нужно ввести 6 петель. Одной уже ввели, осталось 5. По боковой части у вас должно остаться 13 петель. Вот эти будем вводить в процессе вывязывания наших отделочных полосок, вот этих. Сейчас мы вяжем первую белую полоску, затем вяжем две дорожки основным цветом и еще одну дорожку белым цветом. И далее переходим к вязанию на всех петлях. Вяжем до следующей стороны. И здесь в конце ряда будем прибавлять одну петлю для расширения подъема. Довязала я до конца ряда отделочным цветом. И в конце каждого ряда мы вводим по одной боковой петле для расширения подъема. Белой нитью провязываю еще одну петельку. С боковой стороны добавила. Отделочную нить убираю назад. Перекрещиваю с основным цветом. Основной цвет вывожу вперед. Работу поворачиваю. И далее вяжем основным цветом. На всех петлях нашего мыска. Вяжем до левой стороны и добавляем одну петельку. Таким образом провязываем 2 ряда дорожки основным цветом. Вот мы сейчас здесь находимся. В конце каждого ряда не забываем добавлять по одной петельке. 2 ряда отделочной полоски вывязала. Осталось добавить еще одну петельку для расширения подъема. И начинаем вязать еще одну белую полоску. Вот эту. Работу поворачиваем на лицевую сторону. Ниточку нашу отделочную подтягиваем хорошо, чтобы здесь не было отверстия. Перекрещиваем с нитью основного цвета и начинаем вязать отделочным цветом. Провязываем первую петельку лицевой.
Петельку подтянули. И далее вяжем еще один ряд дорожки. Все петли лицевые. Сбоку у нас осталось 3, 6, 9, 12, 15 петель. А у нас должно остаться 13. Значит, нам еще нужно для расширения подъема ввести 2 петли. Продолжаем вязание белой нитью. Провязываем одну дорожку. Вот эту часть. 2 ряда лицевых петель даст нам одну дорожку. Все помним про это. Вяжем дальше. Отделочный ряд провязан. Больше у нас белым цветом вязать мы не будем. Ниточку обрезаем и закрепляем на ниточке основного цвета одним узелочком. Далее вяжем нитью основного цвета. В конце каждого ряда добавляем по одной петле подъема. Таким образом вяжем до тех пор, пока боковых петель у нас не останется 13 штук. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Вот мне еще нужно провязать одну петельку. На боковых спицах осталось по 13 петель. 3, 6, 9, 12, 13. И с этой стороны тоже 13. 3, 6, 9, 12, 13. Далее вяжем 5 рядов веревочки, 5 рядов дорожки на всех петлях нашего носочка. 2 ряда мы уже связали. Осталось нам провязать еще 3 ряда. И далее будем вязать подошву нашего носочка. Продолжаем вязание на всех петлях. На спицах у нас 96 петель. Провязываем все 96 петель. И вяжем 3 ряда веревочки. Или дорожки. Как вам угодно. 5 рядов веревочки провязаны. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к вязанию подошвы. Для этого нужно распределить петли. У нас 96 петель. Подошву начинаем вязать на 8 петлях. 2, 4, 6, 8. Вот разделение я уже сделала. Почему 8? Мы делаем вот здесь красивое закругление. Начинаем с 8 петель и доводим до 12. И далее всю подошву вяжем на 12 петлях. Сейчас провяжем боковые петли с правой стороны 44 петли. И дойдем до петель подошвы. Провязываем наши 44 петли. Провязала 44 петли. 44-я, вот она у меня. И далее идут 8 петель нашей подошвы. Выдвигаем спицу, чтобы нам удобнее было. Провязываем эти 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последний лицевой. Работу поворачиваем. Первую петельку снимаем. Далее вяжем 8 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И добавляем 9-ю петлю из боковой. Добавили 9, работу повернули. Провязываем все петельки, первые снимаем. У нас уже 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Добавляем 10 петлю, провязываем лицевой, поворачиваем, первую снимаем, вяжем 10 петель, это считается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добавляем 11 из боковых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Добавляем последнюю 12 петлю. Все петли для вязания подошвы набраны. Далее будем вязать на 12 петлях нашу подошву, а эти петельки оставшиеся будем соединять и вывязывать нашу подошву. Вот таким образом. Провязываем 12 петель. Находимся на изнаночной стороне. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 провязываем лицевой вместе с боковой. 2 петли вместе. Провязали. Таким образом мы соединим петли подошвы с боковой частью. Работу поворачиваем. Первую петельку снимаем. Провязываем 11 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 петля. Провязываем ее вместе с боковой петлей. Одной петлей соединились. И вот наш мысочек уже сформировался. Далее продолжаем вязать самостоятельно до тех пор, пока у вас не будут закрыты все вот эти петли. Вяжем поворотными рядами на 12 петлях. 11 провязываем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 провязываем вместе с боковой. Таким образом мы закрываем все наши петельки. И вот такой мысочек у нас уже формируется. Далее вяжем самостоятельно до тех пор, пока все петли не будут закрыты. Подошва моя провязана, осталось с каждой стороны по 2 петли. Сейчас нам нужно нашу пяточку припосадить, чтобы она более удобно сидела на пяточке. Для этого с каждой стороны у меня осталось по 2 петли не закрытые, не собранные. Провязываем петли пяточки. Первую петельку снимаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель провязываем. 10, 11 петлю провязываем вместе. 10 петельку переснимаем, 11 провязываем и снятую петлю накидываем на провязанную. Убавили 1 петлю. С этой стороны продолжаем соединение боковой части с подошвой. Провязали 2 вместе. Работу поворачиваем. Провязываем все петельки. Не довязываем 2 петли. Вот осталось 2 петельки. Таким же образом петельку одну снимаем, следующую провязываем и
снятую петлю накидываем. Убавили. На подошве у нас осталось 3, 6, 9, 10 петель. 2 петли мы уже убавили. С этой стороны мы продолжаем соединение боковой части с подошвой. Работу поворачиваем. Первую петельку переснимаем. Все остальные провязываем. Не довязываем 2 петли подошвы. Снимаем одну петельку, следующую провязываем и накидываем. Сделали еще одно убавление. Завершаем соединение подошвы с боковой частью. С этой стороны у нас петель не осталось. Работу поворачиваем. Провязываем оставшиеся петли. Не довязываем 2 петли подошвы. Таким же образом закрываем. Одну петлю снимаем, другую провязываем и накидываем. На подошве осталось 3, 6, 7. И вот наша 8-я петля. На подошве у нас было 12 петель. 4 петли мы убавили, а осталось 8 петель. Вот эти 8 петель далее мы будем соединять с боковой частью нашего носочка, то есть вывязывать вот эту пяточку, вот эту часть. В данном моменте мы находимся вот здесь, мы убавили, припосадили нашу пяточку и продолжаем вязание. Работу поворачиваем. Первую петельку снимаем. Далее все петли провязываем лицевыми. Осталась последняя петля. Переснимаем ее на спицу. Захватываем за обе стенки боковую петлю. Переснимаем обе петли на левую спицу и провязываем вместе лицевой. Провязали. Соединение сделали. Работу поворачиваем. Первую петельку снимаем. Провязываем все петли, не довязывая одну. Осталась одна петля, мы ее пока не вяжем. Поднимаем петлю с боковой части за обе стенки. Одеваем эту петельку на левую спицу и провязываем 2 петли вместе. Провязываем изнаночный. Провязали, соединение сделано. Далее продолжаем вязать до тех пор, пока не дойдем вот до этой точки, до нашей белой полоски. Все петельки соединяем. В этой точке встретимся и будем завершать наш носок. Шла я до белых ниточек. Сейчас мы будем припосаживать верхнюю часть нашей пяточки. Вот эту часть. Дошла я до верхней части нашего носочка. Вот наша белая полосочка. На спицах у меня 8 петель. Сейчас нам нужно верх носочка, вот эту часть, припосадить так, чтобы она удобно прилегала к ноге. Для этого продолжаем наше вязание. Осталось буквально несколько рядов, и носочек будет готов. Первую петельку снимаем. Далее провязываем наши петельки, не довязываем 2. Это у нас крайняя. Мы ее будем соединять с боковой. 2 петельки оставляем. Эти 2 петельки провязываем вместе. И продолжаем соединение нашего носочка.
захватываем петлю и провязываем изнаночной вместе с последней петлей. Соединили, работу поворачиваем, первую петельку снимаем, провязываем 3, 4, пятую и шестую провязываем вместе. Следующую петельку соединяем с боковой частью. Работу поворачиваем. Провязываем наши петельки. Нам нужно провязать 2 петли. Третью, четвертую провязываем вместе. И производим соединение с боковой частью. Соединились. Работу поворачиваем. Первую снимаем. У нас на спицах 3 петли. Первую провязываем. Вторую и третью провязываем вместе. И делаем следующее соединение. На спицах 4 петельки. Работу поворачиваем. Первую петельку снимаем. Следующие петли провязываем вместе лицевой. И делаем соединение. На спицах осталось 3 петли. Эти 3 петельки, они у нас завершающие. Оставшийся хвостик обрезаем и петлю вытягиваем. Соединяем с боковой частью при помощи спицы, крючка, как вам удобно, как вы привыкли. Пройдем несколько рядов и ниточку закрепим. Вот что у нас получилось. Вот такая аккуратная, красивая пяточка. Вот такой носочек у нас получился. Ну а у меня на сегодня все. Ровных 7 петелек. Вяжите с удовольствием и до новых встреч!